Всем привет, я Макс Асабин. Вы хорошо приняли прошлое видео с артом по Геншину, а на днях еще и вышло обновление с шикарными локациями, так что я сложил 2+2 и решил снова воссоздать сцену из игры в реализме. Так что присаживайтесь поудобнее, а я расскажу, как я все это сделал и почему опасно повторять за мной. Как и в прошлый раз, все началось с безобидного скульптинга. Выбрав такой вот кадр из трейлера, я начал лепить основной рельеф с заливом. В прошлого раза я чуть подтянул навыки, научился пользоваться большим количеством инструментов и настроек скульптинга и понял, что без масок тут никуда. На скульптинг ушло примерно 3 часа. Да-да, я тот же человек, который за 3 часа создавал целые арты для ежедневного челленджа. Просто в процессе создания этой работы будет очень много вещей, на которых я застревал надолго. Например, я хотел проработать сцену травой и деревьями, а это обычно очень много полигонов, и я старался экономить на них, чтобы мой ПК не сдох. Деревья, как и почти все в этом проекте, я решил сделать совсем с нуля. Сделал плоские веточки с текстуркой листьев, в смысле не с текстуркой, а фоткой, из которой я предварительно сделал текстурки. Я не преувеличил, когда говорил, что все с нуля. Стволы деревьев я сначала сделал одним способом, и хоть вышло норм, даже тут я решил сэкономить и вне записи переделать еще менее полигонально. Ой, посмотрите, как красиво смотрится. Тут я был очень доволен собой. Пока не начал очищать рельеф от лишних миллионов полигонов и пытаться сделать развертку этого рельефа. Тут я и выключил запись. Поверьте, вы бы не хотели видеть то, как я часами пытаюсь решить одну проблему. У меня, как всегда, сложности на ровном месте. Наверное, потому что поначалу я относился к блендеру как к игрушке, где весело скульптить, играться с симуляциями, а основы моделирования, увы, оставались без должного внимания. И если вы, например, только начинаете пробовать 3D, советую бесплатный мини-курс от Video Smile, пройдя который вы сможете собрать вот такую красочную сцену с нуля, даже если не имеете абсолютно никакого опыта в 3D. В рамках курса вы познакомитесь с основами интерфейса и управления, разными способами моделирования, работой некоторых важных модификаторов, шейдерами, текстурами, освещением, камерой и рендером. Очень важно, что все проходящие этот мини-курс могут рассчитывать на поддержку от кураторов Video Smile. Если в процессе возникнут какие-то проблемы, вам не придется искать решение самостоятельно. Кураторы отвечают на все вопросы, не оставляя никого без внимания. Таким образом, разобраться с основами и порадовать себя уже первыми результатами и успехами может каждый. У меня лично вызывает уважение такой вклад в развитие комьюнити, поэтому очень рекомендую попробовать этот курс и вам. Обязательно переходите по ссылке в описании и не упускайте возможность начать путь в 3D абсолютно бесплатно. В итоге я все-таки сделал более-менее рабочую развертку, хоть и назвать ее даже неплохой, у меня просто язык не повернется. Но, по крайней мере, ее хватило, чтобы запечь лишнюю детализацию в нормале, облегчив полигончики, и нарисовать маску для переходов между текстурами травы, камней, дерева и так далее. Где-то в процессе я заметил кучу артефактов, всплывших после попыток уменьшения количества полигонов, из-за чего в очередной раз пришлось уходить на паузу и фиксить эти проблемы. В общем, где-то тут я и уяснил важный для себя урок. В будущем не пытаться делать подобные рельефы в рамках лишь одного меша. Все-таки рельеф Земли стоило делать отдельно, а гигантское дерево, всякие корни и, возможно, даже большие куски скал отдельно. В голове я уже прокручивал мечты, как в каком-то другом проекте обязательно сделаю все аккуратнее. Ага, конечно. А здесь пути назад уже не было, и пришлось продолжать работать с этим косячным куском рельефа. Я, наконец, навесил соответствующие текстурки на разные области, и выглядело это приемлемо. Далее по плану трава. Ее я тоже сделал с нуля и максимально простой. Большая часть травинок состоит из 3 полигонов. На текстуру сначала хотел повесить те же листочки с листьев, но потом решил воспользоваться свободным местом на листе древесных текстурах и запихнул туда еще и фотки травы. И она получилась очень даже хороша. Наверное, где-то тут вы решите, что я китбаш-диссидент и не приемлю использование чужих моделей. Но на самом деле нет. Я не считаю это чем-то зазорным, просто я до сих пор ощущаю себя учеником в 3D-сфере, и каждая такая мелочь, сделанная своими руками, это своего рода самообучение. Вот когда создание деревца или травинушки перестанет быть для меня подвигом, я начну использовать китбаш, плагины и прочее. А пока мне просто интереснее делать все самому и развиваться вот в таких диких условиях. Ну а к этому моменту у меня уже накопилось почти 6 часов записи. И еще несколько часов, в которые я просто решал разные проблемы
и мой разум начал затуманиваться. Я потерял понимание, какие цели я вообще преследую. Начинал я эту работу с желанием сделать рельеф, основу, которую по большей части буду дорабатывать в фотошопе. Но в процессе работы в 3D так сильно увлекся, что мне хотелось все больше и больше прорабатывать все прям там. И всегда к этому вели мысли типа деревья проще раскидать сразу, чем потом вклеивать какие-то левые фотки. Потом, когда я добавлял один элемент, мысль шла дальше. Порты лодочки проще быстро смоделить, чем потом искать подходящие исходники. А похожие на фэнтези здания я вообще не найду, и нужно сделать хоть какую-то основу. И так далее. А параллельно еще и рождаются мысли. Раз уж я проработал все на таком уровне, может пойти до конца и сделать все в 3D. А что если сделать несколько артов с разным освещением? А может, я захочу сделать анимированную версию. А в рельефе палятся косяки, которые я не смогу исправлять на всех кадрах. А еще и не сделал задний фон вдали и так далее. Поэтому всегда ставьте перед собой конкретные цели и решайте именно их, не отвлекаясь на вещи, которые в итоге могут дать слишком мало пользы изначальной цели. Спойлер, но множество из объектов, которые я сейчас прорабатываю в процессе, даже не будет видно из-за ракурса. Но я все равно их делал и тратил много времени. Опять же, мысли сделать дополнительный рендер из других ракурсов, другим освещением или сделать серию артов, это само по себе неплохо. Но я по себе знаю, что если этого изначально не было в целях, в итоге к концу основной работы я просто забиваю на все эти дополнительные идеи. Да и банально устаю уже от этой работы. Вот, например, зачем здесь эти ящики и навесы? Зачем я текстурировал всю пристань? Не знаю. Но есть идея. Я думаю все-таки сделать пару-тройку рендеров с разных ракурсов и закинуть к себе в телегу. А вы, если захотите, можете взять это как основу и доработать в собственные арты. Или просто потренироваться на них в совмещении 3D с фотобашем. И вообще залетайте в Telegram, я там активно общаюсь с подписчиками и делюсь новостями и мыслями. Скрины из этого проекта, например, закидывал еще во время работы над ним. А мысль вы мою поняли. Если цель какой-то один арт с одного ракурса, не делайте лишние объекты, лишнюю детализацию, которую просто не будет видно в мелких размерах. Если планируете, например, перекрывать скалы фотками, не нужно делать лишнюю детализацию в скульптинге. А если цель все же сделать серию артов или анимацию, то трезво оценивайте сложность работы и детали, которые не всегда получится скрыть на постобработке. Если нужно, упрощайте концепт и создавайте объекты, которые можно в случае чего более-менее легко переработать, не поломав всю сцену. В общем, ни в коем случае не воспринимайте порядок действий, как работаю я, как верный и тот, которому стоит следовать. Лучше учитесь на моих ошибках и не повторяйте их. А я могу оправдать кучу лишней работы, опять-таки возвращаясь к тому, что этот процесс был для меня еще и самообучением. Я делал много вещей, за которые раньше просто не брался. Узнал больше про развертку, моделирование, геометрические ноды. И, несмотря на сложность, это все-таки принесло мне еще и немало удовольствия. Больше удовольствия мне может принести разве что уважаемый лайк от вас. И уж тем более какой-нибудь коммент. Интересно узнать, какие из подобных мук творчества знакомы и вам. И раз уж я не описывал в деталях, как моделил город, кратко опишу, что мне понравилось, что нет. Самое бесячее — это ступеньки, которые я пытался сделать в геонодах. Разобраться в математике векторов, нормалей и вот этом всем, так чтобы они вертелись как надо при любых поворотах, я так и не осилил. Делать сложные разнообразные домики, да так, чтобы они были похожи еще и на игровые, я тоже не решился. Технически, конечно, это было возможно сделать, и может даже не супер сложно. Но я начал с башенки в порту и уже на ней устал, и понял, что если прорабатывать кучу разных домов, я просто с ума сойду. Зато очень понравилось, как получился сам причал и лодочки. И как относительно быстро получилось их затекстурить, несмотря на, как всегда, сратенькую развертку и то, что эти текстуры едва ли будут заметны в финальном арте. Ладно, с моделингом закончим. Фотошоп уже близко, пацаны, держитесь. На самом деле, на этом этапе я уже растерял какие-то конкретные планы и просто каждый день заходил в проект и думал, нужно ли еще что-то сделать или поправить. И к этому моменту я все реже включал запись, так как то, чем я занимался в проекте, было не сказать, чтобы захватывающим или познавательным процессом. В какой-то момент, например, у меня появилась идея, как сделать водопад через геоноды. На практике вышла какая-то срань, и я быстро забил, понимая, что просто вставлю туда фотку водопада. А еще с самого начала у меня проскакивали мысли, что пропорции и размеры мостика на переднем плане неправильные. Но почему-то я забивал, думая, что это не критично. Пока не решил проверить все на модельке человечка. Я подогнал его под размеры пристани и домиков, а затем сравнил с мостом. Да.
Благо, операция по его уменьшению прошла более-менее безболезненно. Ну и то, что я совсем оставил за кадром, это, во-первых, я все-таки сделал супер простой рельеф вдалеке, даже сделал с нуля 2D деревья для него, но с таким освещением они, увы, выглядят... Ну и я снова вернулся к своему проекту процедурных облачков в Geometry нодах. Ого, ребята, наверное, однажды это станет моим магнум опусом. Я очень люблю работать над этим проектом, и в какой-то момент работа над артом тупо прервалась на пару дней, так как я просто засел перебирать все ноды и улучшать мои облачка. Раньше я уже пару раз использовал их в артах, но тогда приходилось делать много доработок и ручной дорисовки. В этот раз я смог использовать их практически в чистом виде. А теперь выкиньте из головы 13 часов записанной на видео работы в блендере и еще кучу работ без записи. Вдохните этот чистый влажный воздух. И мы идем в Photoshop. В первую очередь я соединяю отдельные рендеры неба, рельефа и использую проход глубины для создания воздушной перспективы. Переходя к заднему плану, я рисую его еще выше и многоплановее, чтобы больше соответствовать оригиналу из игры. В итоге, что нарисованные дальние горы, что слепленные в блендере горы со всратыми 2D деревьями, все одинаково перекрываю фотками. Благо исходники с такими горами, покрытыми деревьями, даже с подходящим освещением ищется достаточно просто. Ну и перед тем, как сделать рендер, кстати, я поигрался с тенями, создав вот такое ощущение теней от облаков. И, соответственно, когда я перекрывал все это фотками, я старался сохранять эти тени, иногда дорисовывая их вручную. Между разными планами загоняю много дымки. Хейтеры дымки, сорян, я следую оригинальным артам и кадрам. Такова локация, я ни при чем. Кстати, рубрика для тех, кто каждый раз спрашивает, сколько времени ушло на работу. На этот раз, как понимаете, похвастаться скоростью не смогу. Даже если не учитывать, что многие часы решения проблемы мучений я даже не записывал, все равно длительность всего записанного процесса больше 20 часов. И лишь 9 из них приходится на Photoshop. Ну а если есть извращенцы, которые почему-то хотят увидеть все эти 20 часов в неускоренном виде, такое видео будет выложено у меня на Boosty и Патреоне, как и послойный PSD файл. Ну и если вы не в курсе, там у меня огромное количество такого контента с большинством моих работ. Поверх плохо текстурированных мест на основном рельефе я по форме накидываю фотки. Их цель — детализировать текстуру поверхности. С корнями деревьев это получилось достаточно легко, а с камнями посложнее и местами грязновато, поэтому пришлось много рисовать вручную. Чтобы получше обозначить акценты, местами тени делаю поглубже, а свет потеплее. Ну и вообще очень много рисую в тех местах, которые, как мне кажется, выдают 3D и выглядят сыро и топорно. Вообще рисовать поверх 3D, наверное, даже приятнее, чем фотобашить. Местами я полностью рисовал новые кустики, деревья и другие детали. Это делается особенно легко, когда у тебя перед глазами живой референс того, как вообще должно выглядеть освещение. А вот достаточно сложным оказалось подогнать все по цветам, так, чтобы это было максимально близко к цветам и атмосфере оригинальной локации и артов с ней. Мне очень сильно пришлось увести в синеву тени, стараясь при этом не сильно потерять тепло светлых участков. Отчасти из-за этого проект засорился кучей разных корректирующих слоев, в которых я уже сам начал путаться под конец. Ну и последним этапом у меня снова стал персонаж. Я выбрал нового героя Тигнари. Надеюсь, я правильно произнес его имя. И в этот раз я ознакомился с кадрами с разных ракурсов и постарался максимально сохранить его внешний вид. Нарисовал я его практически полностью с нуля, использовав лишь 3D-болванку в нужной позе для основы. Сложностей на этом этапе почти не возникло. Такое рисование для меня почти всегда человый процесс, даже если он затягивается надолго. Если не нужно искать исходники или ломать голову над позой, мало что может мне помешать. Ну, разве что дутые штаны, которые с такого ракурса хз как рисовать. Но я нашел референсы с чем-то подобным в реальности и более-менее разобрался с последней трудностью в этом проекте. И итоговым результатом в этот раз я был доволен. Надеюсь, вот такой рассказ как о положительных элементах творчества, так и о душных тупниках был интересен.
Ну и надеюсь, я донес мысль, что вне зависимости от количества лет опыта, проблемы и сложности возникают у всех, и не всегда все бывает гладко. Если видео было интересно, я буду очень рад вашему лайку и комментам. Хотелось бы, чтобы алгоритмы все-таки дали шансик этому видео. Ну и огромное спасибо подписчикам с Boosty и Патреона. Без их поддержки я бы вряд ли так активно занимался каналом. Полная неускоренная запись этой работы и PSD-файл от него, как всегда, будут доступны там. Всем хорошего вечера.